Всем привет! Вы на канале Watchboxes. Прежде чем начнем, я вас попрошу подписаться на канал. Чем больше будет подписчиков, тем интереснее часы я смогу доставать на обзор. Ну а пока на обзоре фейк Casio G-Shock. Часы мне принес мой знакомый и спросил, фейк это или нет. К слову, купил он их на eBay. В комментариях я часто вижу людей, которые указывают ссылки на вот такие платформы с упреком, что там есть дешевле. Однако, даже если продавец оказался честным и отправил вам оригинальные часы, вы дополнительно заплатите таможенные сборы и доставку. И ко всему этому у вас не будет гарантии. Ну, давайте все-таки перейдем к часам. Его зацепила редкость часов. Casio выпустили линейку Hidden Cost с полупрозрачными элементами корпуса. Вот мы видим тут полупрозрачный корпус, полупрозрачный ремешок. Коробку я обозревать не хотел бы. Да, она не оригинальная, но как такового стандарта коробок у Casio нету. Что интересно, так это вот, например, инструкция. Очень похожа на оригинал, да. Но мы сразу видим, что это инструкция к совершенно другим часам. Видим это также по модулю 5146, 5425. Модуль этих часов указан правильно, между прочим, на крышке 5611. Но инструкцию напечатать к ним, наверное, не смогли. Также есть вот такая лейбочка и такая гарантия, тоже плохо пропечатанная, но я не рекомендую обращать внимание на документацию, ведь напечатать можно все, что угодно. Что мне прежде всего бросилось в глаза, так это толщина часов. Напомню, что корпус 2100 самый тонкий среди шоков. Я взял такую модель для сравнения. И вот что мы видим. Толще буквально каждый элемент корпуса. Сам корпус, вот этот безель и задняя крышка. Более того, у оригинальных часов стекло более утоплено в корпус, чем у этих. Следующим этапом писк кнопок. Давайте послушаем оригинал. Надеюсь, вам слышно. И теперь эти. То есть слышим такой... О, это еще и будильник. Слышим такой громкий и противный сигнал. Также у реплики нету никаких светонакопителей. У оригинала имеются светонакопители на стрелках. Подсветка похожая. Ой, сверху. Но меня смущает вот свет между метками 2 и 1 час. Значит, циферблат какой-то кривой, и там есть отверстие, через которое этот свет и проходит. Во всех G-Shock'ах должно стоять минеральное стекло. Однако в этих пластик. Это также можно проверить, постучав по стеклу. В перчатках это сделать неудобно, но если вы захотите, то можно проверить. Далее идет ремешок. На удивление, ремешок мне даже понравился, и я подумал, что это оригинальный ремешок, сделан качественно, но тут нету быстросъемных ушек. Напомню, что все часы этой серии комплектуются быстросъемными ушками. Ну и задняя крышка.
Тут она плоская, а тут она очень сильно выпуклая. И когда мы надеваем на руку, то часы буквально, можем сказать, парят. Над вашим запястьем. И тут я вспомнил про Skmei. Взял их тоже. Ну, модель другая, но ничего страшного. В этих часах также выпуклая задняя крышка. А если мы начнем нажимать на кнопки, то услышим очень похожий звук на вот эти псевдошоки. И совсем не похожий звук на оригинал. Ссылки на оригинальные часы я оставляю в описании. А вот что сделать с этими, вы напишите, пожалуй, в комменты. Я крайне не рекомендую вам покупать часы у непроверенных и неофициальных продавцов, а тем более не считаю нормальным покупать фейк преднамеренно. Уж, если честно, лучше взять вот такой Skmei. Да, это, можно сказать, хомаж на 110-ю модель G-Shock, но это не полная копия, тем более она стоит куда более дешевле. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели это видео, и до новых встреч!